Всем доброго раннего утра. Как говорится, мир спит, а старый еврей работает. Люблю эту шутку. Итак, дорогие друзья, так бывает, что человек старается, а вокруг одна зависть, ненависть или абсолютное безразличие к его персоне. То есть человек пытается для своего коллектива сделать многое. Человек хочет помочь своему учреждению, школе, где он работает, в университету, там, фирме, как угодно, да, а натыкается на абсолютно холодную стену людского безразличия. Это значит, что у него не хватает сил и энергии повернуть людей к себе. Причин много. Однако не только зависть и не только ненависть и зло тому причины. Иногда бывает, что человек сам по себе не излучает вот эту энергию, которая притягивает людей. Бывает же у вас такой момент, когда вроде девушка очень красивая, очень такая ухоженная, опрятная, но вот что-то отталкивает, что-то мешает тебе довериться или какие-то отношения с ней начинать, просто дружеские, хорошие. Такое может быть. И причина тому, собственно говоря, это нехватка энергии человека для того, чтобы притянуть людей к себе и получить то, что он хочет от людей. Этот ритуал подходит как раз к таким людям, у которых не хватает энергии, и к тем людям, которые начинают свою жизнь, начинают свою самостоятельную жизнь, работают, например, парикмахерами, работают стилистами, делают ногти и так далее. Ну, еще что-нибудь, работают на себя, рисуют, может быть, что-то там мастерят. И как-то не очень идет людская толпа, как-то не очень замечают эти замечательные работы. Вот стоит, например, на какой-то распродаже или вернисаж устроили. Вот подходят люди и смотрят, все любуются, прям очаровываются и уходят. Ничего не покупают, никак это не ценят. Кто-то, не особо имеющий талант, спокойно пробивается по жизни, все время приглашает на какие-то роли, а кто-то безумно талантлив, но его словно не замечают. И вот как повернуть людей на свою сторону, повернуть к себе, очаровать, для того, чтобы они дарили вам дары, чтобы благодарили, чтобы оставляли чаевые, щедрые, да, чтобы к вам хорошо относились, чтобы все время к вам приходили, притягивались к вам. Неважно, какой вы профессии. Если вы учитель, значит, чтобы вас награждали, хвалили, благодарили, то есть замечали ваш труд. Если вы парикмахер, чтобы люди все время хотели к вам идти, чтобы у вас была легкая рука и прочее. Нам всегда нужно одобрение людей. Если бы нам было все равно абсолютно, мы бы просто голые ходили по улице, и нам было бы плевать, смотрят на нас или нет. Все-таки, значит, нам мнение людей не безразлично. Мы же не в джунглях живем, мы живем в обществе. Так вот, вызвать это очарование, повернуть людей к себе возможно. Но только нужно все правильно сделать. И вы заметите отношение к вам, может быть, даже ваших родственников. Вообще этот ритуал идет и бьет в цель туда, где считает нужным, потому что вы знаете, что духи разумные, и они находят причину ваших бедствий и исправляют. Итак, иногда бывает, что люди приходят, например, в парикмахерскую и все время просят вот к одному и тому же парикмахеру, записываются. Вроде бы те девочки тоже неплохо стригут, а все равно все время становятся в очередь, готовы ждать часами, лишь бы попасть к ней. И так к любой профессии. Есть определенные секреты, которые, может быть, люди знают.
Очень может быть, что начитывают. Бывают люди средней такой внешности, незаурядной, особо не яркой, но почему-то вот все парни за ней бегают, все хотят ей понравиться, каждый хочет ей как-то угодить. А тут красавицы такие, и их абсолютно не замечают. Не хватает либо женской энергии притянуть, либо другой момент. Они знают какой-то секрет, что-то они начитывают, что-то им сказали, может, бабушки, может, знакомые, может, ведьма когда-то, что угодно. Вот совпало, вот у них сработало это, и они этим пользуются всю жизнь. Каждый из вас или каждому из вас это нужно. Итак, берете 5 свечей и делаете вот такой вот, как типа снежинки. Одним словом, вот 2 креста вот так, 2 вот так. И получается у нас во все стороны как бы лучи направленные. Сколько у нас тут? 8 должно быть. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ой, все. Раз, два, три, 4, 5, 6, 8. Все правильно. Это нижние не посчитала. И одну свечу вот так обматывайте вокруг. Зажигайте. Это посыл во все стороны света. Я уже вам говорила, что буду иногда вам давать ритуалы с символикой, потому что символы тоже очень много означают, очень многое. И с символами, если правильно уметь распоряжаться символами, если знать, какие символы к чему и так далее, если ведьма это еще и добавляет как бы туда свой ритуал и заговор, который силен, то результат, конечно, бесподобен, потому что все срабатывает. Сейчас мы сделаем как надо. Зажигайте все эти свечи. Это специально для таких случаев, вот подсвечник вот этот. Он, правда, может и плохо гореть, потому как он внизу. Да, и нижние свечи, они как-то быстро расплавляются. Неважно, как он будет плавиться. Они будут плавиться и падать. И вот сколько сгорят, столько и пусть горят. Это не страшно. Вы должны делать 6 дней. Вот посчитайте, сколько вам надо свечей. И каждый раз эти свечи нужно будет выносить. Ну, пускай, ладно, эти нижние пусть не горят особо, не страшно. Потому что сейчас долго тратить время некогда. Вы постарайтесь, чтобы они у вас сгорели. Можете их просто как-то немножко по-другому сделать, согнуть. Читать 6 ночей к ряду по 6 раз. Но это не все. Вам нужно будет взять мед, несколько грамм буквально перемешать с теплой водой и поставить перед этими свечами. Теплая вода, мед, чуть-чуть, потому что вы этим медом потом будете умываться, чтобы не липло к лицу. Слегка подсластить воду. И вот эти свечи. Читайте 6 раз, идете и умывайте лицо. Чуть-чуть мажете на лицо слегка, закрывайте до утра. Утром без этих свечей точно так же 6 раз читайте на эту воду с медом и моете лицо полностью, умываете лицо и потирайтесь подолом. И идете по своим делам. Догоревшие вот эти вот остатки, господи, свечей выносите, оставляйте 6 монетами под деревом, говорите, откупаюсь и уходите. И таким образом 6 ночей к ряду. Прям ночью нужно делать. С 9 до 3-4 ночи до утра, пока сумерки. 6 дней делайте, отдохните, посмотрите на реакцию людей. Если все пошло как надо, значит, иногда временами повторяйте. Ну вот несколько раз в месяц делайте до того состояния, пока не увидите, что все люди вами очарованы. Знаете, если вы часто будете это делать, дело дойдет к тому, что просто все двери перед вами будут открываться. Куда бы вы ни зашли,
Вас будут ждать, как будто всю жизнь вас ждали, как будто вы самый дорогой гость в их жизни. Понимаете? Свечи горят вот до сих пор, а потом можете потушить. И просто оставить до следующего дня, чтобы отнести и откупиться. Итак, читать над водой с медом при зажженных свечах. Начали. Да, следующий день точно так же подготовить мед, свечи таким же образом. Это так, как стрелы, как направление, чтобы со всех сторон света шли люди. Неважно, сколько она горит. Будет тушиться, вы, значит, снова зажигайте, если она тухнет. Это не страшно. Пчелы на мед слетаются, народ ко мне собирается. Пчелы свой улей любят, народ меня полюбит. Сладкая кожа липнет, добро ко мне прилипнет. Народ до меня падок, в дома зовет, за столы сажает, вином и медом угощает. Уважает меня род людской, всяк меня любит, всяк почитает, моя душа почет познает, моя судьба помощь познает, сердце мое счастье узнает. Люби и почитай меня, род людской. Всякий, как солнцем любуется, да любуется мной. Мед кожи липнет, людская любовь ко мне прилипнет. Да будет так, как я сказала. Начитали, взяли эту воду, пошли, умыли лицо половиной воды, закрыли до следующего дня, то есть до утра. Эти вот, видите, практически уже догорает, вот, да, начинает падать, все, потушилось, хватит. Догорят до определенного предела, сколько положено, сколько возможно, потушите и оставьте до утра. Утром отнесите под дерево, откупайтесь. 6 ночей кряду проведите, подождите некоторое время, потом снова проведите. Этот ритуал, он может открыть вам дороги и двери ко многим вашим желаниям и ко многим людям, которым вы даже боялись вообще подходить близко со своими просьбами. И потом вы заметите, как в вашей профессии вы станете востребованы, как люди будут просить вашей помощи, прибегать к вашей помощи и так далее. Одним словом, люди повернутся к вам, потому что вы их очаровали. Всем удачи, пользуйтесь во благо.